Всем добрый день, мои дорогие подписчики. Под закат уходящего дня, у меня уже вечер, почти день закончился, я все-таки хочу потратить следующие 5-7 минут, чтобы рассказать вам историю, которую я наблюдала сегодня, историю на одном из моих визитов. В общем, мне досталось досье, пациентка, это был такой единичный пунктуальный визит, мне нужно было поехать, и в общем, запрос был на то, чтобы сделать ей программу упражнений, так как у нее запущенный артроз. Ну, не запущенный, как это сказать, долго тянущийся артроз. Артроз авансе у нас называется. Ну, в общем, сильное разрушение, да, сустава, там уже речь идет 10 лет и плюс. И мадам начала падать, потому что ноги ее не держат, да, она передвигается в инвалидном кресле, но она может сделать несколько шагов, чтобы, сделать трансфер, то есть там сидя, лежа, сидя, там в туалет и так далее, да, и вот она, значит, ноги ее не держат, начинает падать, и ее врач делает, значит, говорит ей, что вот вы знаете, может быть, можно попробовать упражнения, да, с упражнениями, может быть, вам станет лучше. Она соглашается, да, и досье попадает к нам, так как мадам не выходит, и, в общем, попадает в службу поддержки на дому, и досье достается мне. И вот я ее сегодня видела. Это такая небольшая предыстория, почему я ее видела. Почему я хотела о ней рассказать? Потому что я знаю, да, что канал смотрит большое количество людей с артрозом, разные степени артроза, да, мы сейчас не говорим там начальная стадия, там стадия 2 и 3, да, и так далее. Артроз. У нее, в ее случае, это артроз обоих колен и артроз бедра, обоих бедер. Что вы думаете? Вот рассказываю вам историю, честное слово, вот так как есть, да, вот мне кажется, если бы я хотела выдумать, я бы не смогла выдумать эту историю. Сейчас я вам расскажу, и вы поймете, почему. Значит, я ей звоню, и, значит, да, представляюсь, кто я, и говорю, вот я к вам приду, но, чтобы не тратить время, давайте я сразу подготовлю примерный комплекс упражнений, скажите, как вы хотите делать, там, сидя, лежа. Она говорит, ну, давайте сидя и лежа. Я, значит, подготавливаю программу упражнений, часть упражнений лежа, часть упражнений сидя. Там 5 упражнений лежа, 5 упражнений сидя. И вот, я вам честно говорю, я подобрала упражнения самые простые. Вот смотрите, упражнение лежа, которое я ей предлагала сделать, это значит упражнение движения ступней туда-сюда, да, давим коленом вниз, упражнение для укрепления прямой мышцы бедра, отведение прямой ноги в сторону, мостик, зажатие ягодиц. То есть самые простые упражнения, да, ну кто на канале там хотя бы там несколько недель понимает, о каких упражнениях я говорю. Это были упражнения лежа. И плюс упражнения сидя, там было тоже 5-6 упражнений, там подъем ноги вверх, с резинкой отведение в сторону, да, разведение бедер, зажатие мяча, полотенца между колен, поднятие на носочки. И, значит, растяжка задней цепи наших мышц. Вот примерный комплекс упражнений, да, которые, ну не примерные, а примерно точные, которые я и составила. Что вы думаете? Я к ней прихожу. И в итоге из вот этих всех упражнений, которые я назвала, мы остановились только на 2, которые она была в состоянии сделать. То есть у нее настолько разрушение сильное, что она не может сделать вообще никакое упражнение. Упражнение в положении сидя, подъем ноги, да, подъем ноги вверх, укрепление бедра. Она не может поднять ногу, потому что болит бедро. Упражнение разгибания колена сидя, упражнение для укрепления квадрицепса, да, прямой мышцы бедра. Она не может разогнуть, потому что болит колено. Дальше упражнение зажатие полотенца между колен. Она не может его сделать, потому что болит бедро. Первый раз я видела человека, да, пациента, который не может сделать упражнение, потому что дает очень сильную боль в бедренном суставе. Единственное упражнение сидя, которое она смогла сделать, это подъем на носочки ног в положении сидя. Все остальные упражнения давали боль либо в бедре, либо в колене, либо с одной стороны, либо с другой.
Второе упражнение, которое она все-таки смогла сделать, это растяжка задней цепи, да, с полотенцем, когда мы ставим пятку и растягиваем, значит, заднюю цепь, ну, икроножные мышцы. Ну, там было понятно, что у нее колено не разгибается до конца, потому что как бы стянутость идет, очень сильная стянутость под коленом, потому что она долгое время уже находится в положении сидя в основном, да. Потом говорю, давайте попробуем упражнение лежа. Пошли мы с ней делать упражнение лежа. Что вы думаете? Она не может лечь на спину. Она не может, потому что у нее очень сильная боль в бедре. То есть упражнение лежа, получается, она не может делать. Я говорю, а как вы спите? Она говорит, я сплю там постоянно на одном и том же боку. Она не может повернуться на спину. Да? Человек живет, не может повернуться, спит все время на одном боку. Что я хотела сказать в этом ролике, да, то есть человек живет, я говорю, как давно, она говорит, ну, около 15 лет это у нее уже все тянется, там по определенным показаниям, я не буду сейчас также вдаваться в подробности, ей нельзя было ставить протез, около 15 лет назад ей врач сказал, что ей протез ставить нельзя. Но при этом он не сказал ей, да, что вот у вас артроз, и, скорее всего, будет ситуация ухудшаться. Вы знаете, может быть, сделать комплекс упражнений. То есть через 15 лет ей попался врач, который ей делал уколы обезболивающие. Да, кстати, обезболивающие уколы ей делают каждые 3 месяца. Попался ей врач, да, который сказал, вы знаете, а может быть, попробовать комплекс упражнений, может быть, с упражнениями станет лучше. Но когда ей достался вот этот врач, да, попался врач, который ей это сказал, было уже настолько поздно, что она не в состоянии делать упражнения, она не может делать элементарных начальных упражнений. Подводя итог этому ролику, да, я очень все-таки рада, что я включила камеру и его сняла, потому что завтра новый день, у меня будут завтра новые пациенты, я забуду эту историю, скорее всего, да, я больше не увижу эту мадам, она останется со своими 2 упражнениями, которые она может делать, со своим артрозом, с разрушением, да, скорее всего, ухудшением ситуации и так далее. Я просто вам хочу сказать, что, возможно, я очень надеюсь, да, что, возможно, для кого-то как раз-таки я сегодня окажусь тем самым человеком, который немного поменяет их взгляд на состояние, да, при артрозе. Если есть люди, которые слушают этот ролик и которые уже делают свои упражнения, да, тогда, скорее всего, для вас ничего не изменится. Вы дальше будете их делать. Но если вдруг прослушают люди, да, вот у меня возникла такая мысль, если сейчас меня слушают люди, у которых артроз, но которые еще сомневаются, что делать или не делать упражнения, поможет или не поможет, вот я вам говорю, да, делать. Да, берите комплексы упражнений, делайте упражнения 1 раз в день, не доводите свои суставы до такого состояния, когда вы не сможете уже сделать элементарные упражнения, когда будет уже поздно. Все. Надеюсь, я донесла, да, мораль, свою мысль до вас. Делитесь своим мнением, оставляйте комментарии под данным роликом. Прощаюсь с вами. Всем хорошего дня, вечера. Всем пока-пока.